Я стала настоящей женщиной в твоих руках. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Кино Гост с обзорами только лучших фильмов. Симона 2002 года, фантастическая трагикомедия 2002 года режиссера Эндрю Никола с Аль Пачино в главной роли. Новозеландец Эндрю Никол за относительно небольшой срок пребывания в творческой элите, начиная с Гаттаки, зарекомендовал себя мастером сочетать оригинальность идей с жесткой критикой превалирующих нравов. В шоу Трумана телевидению от его сценария досталось по полной программе. На этот же раз он самолично устроил вивисекцию миру кино. Она убила тебя, Хэнк. Теперь убивает меня. Она серийный убийца. Сюжет фильма Симона 2002 года. Для режиссера Виктора Тарански в исполнении Аль Пачино наступают тяжелые времена. Взбалмошная актриса Никола роль исполнила Вайнона Райдер, отказывается доигрывать роль в его новом фильме, ради которого он заложил все свое имущество. Закончить фильм не представляется возможным, так как адвокаты Николы подадут в суд, если увидят хоть один фрагмент с ее участием. Директор киностудии и бывшая жена Тарански, Элейн, ее играет Кэтрин Киннер, разрывает с ним контракт, ссылаясь на неуступчивость и принципиальность режиссера. Ведь из-за перфекционизма кинозвезды отказываются с ним работать, а последние картины провалились в прокате и не имели коммерческого успеха. Потерявший надежду Виктор встречает гениального, неизлечимо больного программиста Хэнка Алина. Роль исполнил Элиас Котиас, который завещает ему дело последних лет своей жизни – компьютерную программу, являющуюся первым совершенным виртуальным симулятором Simulation One. С помощью программы Тарански создает виртуальную актрису Симону и, практически не надеясь на успех, заканчивает и выпускает свой фильм с ее участием. Появление Симоны вызывает ажиотаж. Всех поражают актерские данные девушки. Программные средства позволили Виктору объединить в ней талант и внешность практически всех выдающихся актрис. Публику интригует феноменальная скрытность Симоны, она не появляется ни на одной презентации или светском рауте, редко дает интервью, общаться с журналистами предпочитает через телемост или интернет. Виктор изо всех сил убеждает публику в реальном существовании актрисы, используя при этом как технические средства смонтированные прямые включения, голограммы, фотомонтаж, так и подставных лиц. Апофеозом мистификации становится концерт Симоны на 100-тысячном стадионе в Лос-Анджелесе, после которого даже преследовавшие Виктора журналисты убеждаются в реальности актрисы. Карьера Симоны в зените. Она получает Оскар как лучшая актриса. Именно на церемонии Виктор понимает, что он сам практически растворился в виртуальном образе. Кроме того, существование Симоны угрожает личному счастью Виктора. Втайне он надеется, что бывшая жена к нему вернется. Однако Элейн уверена, что между Виктором и Симоной роман, и не хочет им мешать. Поняв это, Виктор решает разрушить созданный им образ. Но срежиссированные им скандальные выходки Симоны и съемки в артхаусных фильмах только поднимают ей популярность. Тарански посещает могилу Хэнка и делится с покойным программистом своими страхами, где его внезапно озаряет гениально простая идея о возможности логичного окончания творческого и жизненного пути своего творения. Виктор имитирует трагическую гибель Симоны, уничтожив с жесткого диска все связанные с нею данные, и топит все цифровые носители в океане. Однако он попадает в тюрьму по обвинению в убийстве всенародной любимицы, где ему предъявляют реальные улики. Все попытки Виктора убедить полицию в том, что Симоны никогда не существовало, оборачиваются крахом. Ему верит только его не по возрасту развитая дочь Лейни в исполнении Эван Рэйчел Вуд. Проникнув в компьютер отца, она восстанавливает стертые данные и воскрешает Симону. Жена и дочь убеждают Виктора в том, что не стоит пытаться навязать публике правду, она может этого не пережить. Историю с гибелью обыгрывают как удачный пиар-ход. У Виктора, Аль Пачино и Симоны рождается такой же виртуальный ребенок. Публика ждет продолжения. В ролях: Аль Пачино, Виктор Тарански, режиссер; Кэтрин Киннер, Элейн Кристиан, бывшая жена Виктора; Эван Рэйчел Вуд, Лейни Кристиан, дочь Виктора; Рэйчел Робертс, Симона, виртуальная актриса, компьютерная симуляция; Вайнона Райдер, Никола Андерс, истеричная актриса-звезда; Джей Мор Хелл Синклер, актер, снимавшийся вместе с Симоной; Пруит Тейлор Винс, Макс Сейор, детектив; Джейсон Шварцман Милтон, помощник Макса Сейора;
Элиас Котиас, Хэнк Алина. Программист, создатель Симоны. В титрах не обозначен. В одном эпизоде можно увидеть, что дочь Виктора, Лейни, читает легенду о Пигмалионе на своем ноутбуке. Пигмалион – в греческой мифологии скульптор, создавший прекрасную статую из слоновой кости и влюбившийся в свое творение, обратился к богине с мольбой вдохнуть в холодные изваяния жизнь. В некоторых местах очень хочется посочувствовать герою Аль Пачино. Он неудачник. И как мужчина, и как муж, и, что самое обидное, как режиссер. Для героя Аль Пачино Симона становится его спасением и в скором времени наказанием. Имя одного из персонажей Хэнка Алина – анаграмма слова «Alone». Песню, которую Симона поет на своем концерте «You Make Me Feel Like a Natural Woman», исполняет Мэри Джей Блайдж. По сюжету же Виктор синтезирует голос актрисы из голосов других исполнительниц Уитни Хьюстон и Мадонны. У фильма «Симон» 2002 года масса достоинств. Философский подход создает знаковую атмосферу, причем чувство стиля не изменяет режиссеру и автору сценария Эндрю Николу до самого конца. Это, в свою очередь, показывает и целостность замысла, и зрелость технического воплощения. Прекрасная актерская игра, как самого Аль Пачино, так и других главных героев, заслуживает уважения. Хороша идея режиссера показать сатиру на систему работы с кинозвездами. Мне очень понравилась мысль о том, что большинство звезд кино вообще можно заменить актерами, смоделированными на компьютере. Тем более, что и на самом деле это все дело весьма недалекого будущего. Автор сценария и режиссер Эндрю Никол объявил о своем решении использовать компьютерную актрису, так как актриса в главной роли должна быть не настоящей. Симона была разработана французской компанией BAF, и в фильме использованы компьютерные эффекты Black Box Digital и Grey Matter. Кроме того, время от времени вместо Симон на экране снималась прекрасная блондинка из плоти и крови, имя которой не указано даже в титрах. Но дотошные журналисты все-таки выяснили ее имя – Рэйчел Робертс. И хотя фильм неоднозначный, все же рекомендую его посмотреть. Несмотря на многие минусы, он точно не оставит вас равнодушными к затронутым в нем проблемам. Фильм покоряет своей иронией над человеческими слабостями. Горький смех вызывает сцена на банкете, когда разодетые в пух и прах гости кубарем катятся в бассейн. В кино Симона тонко и ненавязчиво показаны человеческие пороки, связанные с киноиндустрией. Ничего не говорится прямо. Все показано на примере фантастического сюжета, который может никогда и не случиться. А может, все еще впереди, и скоро нас ждет эра Симоны.